Добрый день, друзья! Ох уж эти наши бабочки! Сколько с ними мороки! Хочу вам рассказать сегодня о своих 4 бабочках. Есть что хорошее рассказать, и есть, конечно, от Дженни рассказать что-то плохое. Остались фотографии от Дженни, обязательно вставлю их просто рядышком. И ссылочку на видео, где я от Дженни рассказывала, тоже поставлю в правом верхнем углу, чтобы вы могли посмотреть, что случилось с Дженной. Итак, у меня всего 4 бабочки. Одна реанимашка, белая красивая бабочка, фотографию тоже поставлю. Одна бабочка Pink Dream, я о ней вам тоже рассказывала. Бабочка очень похожая на каменную розу и бабочка Повороте. Пока ничего не цветет, но просто расскажу вам о них. Это была реанимашка, и мне ее сразу подарили с совершенно гнилыми корнями, и не было корней у этой бабочки, но еще у нее не было точки роста. И когда я вам в прошлый раз показывала эту бабочку, говорю, что-то здесь под листиком, вот под этим у нее появилось, вот под этим листиком. Что-то у нее там такое появилось, какая-то маленькая пимпочка. Вон она и осталась такой пимпочкой. Оказалось, что цветонос был загнут. Думала-то, что детка. Но оказался этот цветонос, он прорвал верхний листик и вышел вот таким маленьким цветоносом. И опять в точку роста. Потом вижу еще такую же маленькую штучку. И опять цветонос. Вот он, второй цветоносик растет. А бабочка, листья тургор не восстановят, эти длинные листья, они так остаются все в гармошечку. Очень хочется от нее детку. Очень-очень хочется. Но пока ничего больше и не происходит. Где-то тут что-то еще от нее видела. Но, наверное, не смогу вам показать. Вон там внутри появилось, я не знаю, будет видно на камеру или нет, но появилось что-то опять маленькое зелененькое. Вот там из-под листика. Очень хочется получить от нее детку. А она пока дает только цветоносики. И цветоносики, конечно, маленькие, потому что у нее сил на эти все цветоносики нет. Но обламывать тоже их не хочу. Вдруг что-то вырастет, какой-то цветоносик более или менее приличный. И на цветоносе тоже можно подождать. Вдруг появится детка. В общем, с этой орхидейкой такие всякие разные метаморфозы происходят. Корешки она то закукливает, то начинает опять расти, то растит от основания корешки. В общем-то, процесс какой-то идет. И процесс не отрицательный, а пока положительный. А вот с этой орхидеей, эта бабочка очень красивая, каменная роза, просто шикарная. Цвела в прошлом году 2 цветоносами. Она у меня уже больше года. Здесь еще цветочки не распущены, но в один прекрасный момент было все хорошо. И корни у нее хорошие, и сейчас у нее в горшке корни прекрасные. Но подхожу к ней, а у нее средина вся гнилая. Просто гнилая, начинают отваливаться листья. И мне пришлось 3 листа убрать. Естественно, там мокрая гниль. Конечно, я заливаю это все фундазолом. Обязательно корни тоже замачиваю с фундазолом. И потом кашицей фундазола замазываю всю эту срединку. Все, гниль остановилась. И она даже продолжила растить цветонос. Я теперь просто за ней очень внимательно наблюдаю все время. Если вдруг ей цветонос чем-то помешает, я его, конечно же, сразу отрежу. Но вот эти 2 листа ни тургор не потеряли. Они очень плотные, очень хорошие. Все то, что там было, все прошло. Вот мне очень хочется, чтобы она расцвела. А потом, что теперь от такой бабочки ждать? Опять только детку. Пустит она эту детку, не пустит. История об этом пока умалчивает. А что же случилось с Дженной?
У Джены была не такая гниль, не сверху пропала точка роста, а у Джены шла гниль снизу. И вот когда идет нижняя гниль, то есть от корней, прямо по стволику, вот практически ее спасти невозможно. Я вам тогда говорила, в 3 дня будет понятно, выживет Джена или нет. Вот фотографии сейчас здесь присутствуют. Нет, она буквально за 3 дня развалилась на запчасти. Безумно жалко, ну не могу сказать, что денег, а безумно жалко терять орхидеи. Поэтому бабочек всего вот такое маленькое количество. Но в принципе есть и неплохие бабочки. Вот бабочка Повороте, это уже, я бы сказала, что это стойкий сорт. Потому что она очень хорошо себя чувствует. Посмотрите, каких у нее, во-первых, 2 цветоноса, корни растут, ну, прекрасно и от шеи, и внутри горшка. Большое количество корней. И она в этом году, я не знаю, как она, конечно, зацветет и сможет ли она все это проделать, но у нее помимо основного цветоноса с цветочками, она еще выпустила 4 веточки на этом цветоносе. 4. И еще тянет 2-й цветонос. Вот здесь могу сказать, что эта бабочка уже стабильна. Хотелось бы, чтобы, конечно, все были такие стабильные бабочки, но пока такого не получается. Сейчас уберу, покажу вам еще одну бабочку, которую я покупала вместе с Дженой. Это не бабочка, это я просто вам как пример хочу здесь поставить. Вот эта бабочка, я ее покупала вместе с Дженой и показывала вам ее вместе с Дженой. Это бабочка Pink Dream. А это простой Pink Dream, не бабочка. Я вам просто хочу показать, как простой Pink Dream, какую он ветку набрал с цветоносами. Только-только начинает распускаться, но посмотрите, какое будет цветение. Когда распустит все цветочки, я обязательно вам покажу. Это такая же бабочка, это тоже Pink Dream, но только бабочка. И я ее разбирала одновременно с Дженой. И хочу вам сейчас его показать. Показать и уже, в принципе, посадить. Стоял он у меня на наращивании корней, был обработан Максимом. И вот эта бабочка, в принципе, неплохо себя проявила. Нарастила корешки, дала новые корешки от шеи. Растит уже 2-й листик. Вот это был 1-й, это 2-й листик. Здесь есть уже корни. Вот, пошли молодые корни. Такой сейчас я обрежу. Это гнилой, остался сухой корень. И хочу эту бабочку уже посадить. Давайте сейчас обрежу корешки. Ее уже можно сажать. Вот вы меня иногда спрашиваете. У меня стоит орхидея на наращивании корней. И какая-то часть корней становится вот такая, как кисель. Вот. Да, какая-то часть корней погибает. Вот тоже кончик такой же. Вот этот кончик я тоже обрежу. Это могут быть просто старые корни, которые уже заканчивают свою жизнь. Вот эти корешки черные тоже обрезаем. Даже можем чуть-чуть основание подрезать. Оно здесь сухое практически, но на всякий случай мы его обработаем. И когда корни уже не могут дать ничего орхидеи, то есть они закончили свою жизнь, вот тогда они превращаются вот в такой кисель.
Мы их спокойно обрезаем. Но в этот момент орхидея растит новые корешки, дает новые корешки от шеи. И пока он ей нужен, она им пользуется. Как только он ей стал не нужен, она его вот таким образом сбрасывает. На этой бабочке я хочу отрезать эти цветоносы. Мне нужно, чтобы она растила корни. Поэтому цветоносики я ей обрезаю, старые. Сразу обрабатываю. Я обрабатываю перекисью водорода. Так, и еще сейчас. И второй цветоносик. Пока она была без новых растущих корней, она питалась вот этими листиками. Она их постепенно засушивает, но новые листья уже растут хорошие. Поэтому вот эти 3 листика я убирать не буду. Этот листик, она может им и не питалась, смотрите, он просто очень сильно порван корнем и цветоносом. Поэтому он тоже в очень скором времени отсохнет, тогда я их уберу. И вот в таком состоянии я хочу посадить эту бабочку. Корней у нее не очень много, но в маленький горшочек я ее сажать, совсем в маленький горшочек сажать не буду, а посажу вот в такой горшочек двойной РТ. Он тоже не очень большой, это 1, по-моему, и 2 литра. Вот так засыплю ее керамзитом. И будем дальше наблюдать, как она дальше будет расти. Вот так мы листик сюда поставим. Так будет удобнее. Так, придержу ее и засыплю. Засыпала керамзитом на сантиметр ниже горшочка, потому что она очень быстро отсушит эти листики, и тогда я керамзит просто подсыплю сюда. Как я ее буду поливать? Вот эту бабочку я буду поливать через 2-3 дня. В горшочке корни немножко остались видны, это очень хорошо, и они зелененькие. По моей температуре воздуха, где-то 25-26 градусов в квартире, они просохнут буквально за 2-3 дня. И керамзит не сильно влажный, но чуть-чуть он влажный сейчас. Так что через пару дней я буду поливать ее просто без удобрения. Я просто наливаю всегда воду в горшочек, она у меня стоит минут 15-20. Жду, пока хорошо позеленеет и напитается веломен. И тогда просто выливаю воду из горшочка. И с последующими поливами начну ее подкармливать удобрением с большим содержанием азота. Но, как всегда, ей нужно сейчас дать возможность расти. Пока у меня стоят орхидеи на наращивании корней, я никогда их ничем не удобряю. Никогда не брызгаю никакими ни витаминами, ни янтарной кислотой, ничем. Поэтому только после посадки я начинаю применять удобрения. И это удобрение с азотом. Будем надеяться, что эта бабочка выживет. Будем надеяться, что выживут все бабочки. Но для себя я сейчас сделала вывод. Наверное, я подожду годик-два. Очень, конечно, хочется купить бабочку, но, наверное, все-таки подожду. Пусть производители что-то еще там поколдуют и сделают их более жизнеспособными. Я думаю, что мы успеем с вами накупить этих бабочек столько, сколько нам хочется, но очень хочется, чтобы они не пропадали. Просто жалко терять эту красоту, а сделать мы с вами ничего иногда просто не в силах. Но нет таких препаратов, которыми бы мы могли их спасти. Поэтому мой вывод такой:
Ну, а вы, конечно, поступаете так, как вам хочется. Хочется красоты — покупайте. Вдруг вам повезет, и ни одна бабочка у вас не пропадет. Я вам очень этого желаю. Будем наблюдать дальше за моими орхидеями. Обязательно покажу вам этот красивый букет цветов, когда он расцветет. Кому интересно это увидеть, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, будут приходить новые видео, вышедшие на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!